Вот такое обалденно вкусное блюдо приготовил. Баранина с рисом. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Перед тем, как я начну готовить и перед тем, как вам скажу, что я буду делать, я уйду немножко в прошлое. Ностальгия по детству, по времени, когда я еще был маленький, родители работали в совхозе, и я часто ходил в столовую для рабочих. И там часто очень делали плов. Плов, который я запомнил, мне запомнился очень сильно, и я часто это делал, и у меня мама это любила, и часто делала тоже. Плов делался как плов, но вместе с томатами и томатной пастой. Когда я уже переехал в Англию, я только изучал рецепты, и тогда увидел, что такое плов, и совсем по-другому это делается. Но у меня всегда оставался стереотип плова с детства. Я сегодня это блюдо хочу сделать. Конечно, я не буду называть это пловом, потому что иначе вы мне будете шапка за кидательством будет, а просто назову это блюдо баранина с рисом. Это обалденно вкусно. У меня в семье это любят, и я часто это делал. И сегодня я решил это сделать и с вами поделиться методом приготовления этого блюда. Может быть, я вам подкину идею, попробовать делать то же самое. А чтобы времени терять, я покажу все, что я буду делать. Итак, практически все, что мне понадобится, у меня здесь на столе уже приготовлено, и у меня рис тоже вымыт. В первую очередь я возьму кусочки баранины и порежем на мелкие кубики. Вакуумная упаковка. Так. Сейчас я прополоскаю еще раз. И порежем на мелкие кубики. Ну, например, такого размера. Вот и все. И теперь это мы сейчас пережарим. Итак, здесь моя любимая сковородка. Я включаю газ под сковородкой. Добавляю масло. И теперь сюда отправляем наше мясо. И пускай потихонечку это у нас жарится. Пока мясо у нас жарится, мы возьмем морковку и морковку порежем тоже. Так. И теперь сюда отправляем морковку. Так, пускай потихонечку это все пережарится, а мы порежем лук. Я взял одну большую луковицу, сейчас меленько порежем тоже и отправим туда на сковородку. Так. Совсем слегка подсолю сейчас. И добавим слегка молотый перец. Сейчас это немного пережарится. А мы тем временем порежем 2 томата. Так. Дадим это сейчас немного пережариться и будем, конечно, помешивать. Итак, теперь пора добавить наш томат сюда. И томатную пасту. Все добавляю на глаз. И дадим 5 минут так пожариться, и тогда выключим газ. Итак, здесь у меня рисоварка. Я уже рис вымыл, и сюда добавим рис сейчас. У меня здесь 3 чашки риса.
Так. Добавим воду. Так. Теперь мы сюда отправим нашу зажарку, то, что мы сделали. Так, здесь немножко воды осталось, сейчас прополоскаем. Так, перемешаем как следует. Теперь я сюда добавляю лавровый перец, лавровый лист. Также я здесь порезал кориандр и чеснок, одну большую головку, зубчик. Кидаю перец. У меня здесь такая приправа для плова. Приправу эту для плова добавим. Немножко паприки. Перец в горошек. Немножко подсолим. Как следует, сейчас это мы перемешаем. Так. Накрываем. Ставлю программу. Рис. Включаем. И пускай машинка делает свою работу. Вот такое блюдо получилось. Получилось обалденно вкусно. Посмотрите, и как аппетитно это все выглядит. Итак, сегодня я поделился еще одной идеей, что можно приготовить. В моем случае я сделал баранину с рисом и томатом. Это обалденно вкусно. Это ностальгия по детству, стереотип плова. Но я плов не могу это назвать, потому что многие скажут, что туда и томат не заходит. Но я скажу, что этот стереотип мне остался с детства, так как нас подавали в сельской столовой. Это обалденно вкусно. У нас в семье это любят. И я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст идею тоже попробовать сделать то же самое. Немножко по-другому, чем плов. А на этой аппетитной ноте хотел прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всемирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.